Друзья, всем привет! Вы на канале Leo Gear Up и меня зовут Лео. Сегодня у нас с вами на обзоре троица от Abyss Gaming. Данные коврики безумно тяжело достать, поэтому я обязан отметить всех и каждого, кто помог мне с ними для обзора. Азур мне помог достать Хитаку. Инферно я купил у любимой капибары Ярослава. Кстати, рекомендую его всем, он настоящий профессионал своего дела. Ну и последний по списку, но точно не по значимости, Veil мне помог достать мой дорогой друг Олег, он же создатель канала K2 Mars. Там вы сможете приобрести комплекты магнитных свечей для клавиатуры, а также некоторую компьютерную периферию. Коврики Abyss Gaming по известности точно не уступают Дисфории, а коврик Abyss Gaming Inferno вообще заявлен как самый быстрый в мире. Оправдан ли хайп, так ли это на самом деле? Давайте узнаем. Поехали! Азур поставляется в шикарном на вид кейсе, который тем не менее явно не особо прочный и будет мяться от точечных ударов. Но это точно лучше защитит коврик, чем обычная картонная коробка. К тому же это довольно стильно. Еще в комплекте у нас глайды и фирменная позолоченная карточка с номером нашего юнита. Остальную часть комплекта прикарманил Хитаку, так что можете посмотреть на официальном сайте, что еще вам полагается с данным ковриком в комплекте. Обычно Abyss Gaming не скупятся, и он довольно обширный. Размер у Азур стандартный, 49 на 42. Обработка углов хорошая, они гладкие, скос угла не очень большой. В толщине Азур самый тонкий из троицы, что подчеркивает его премиальность, всего 2,6 мм. За право купить данный коврик устраивались настоящие баталии, особенно за его номерные версии. У меня, кстати, как раз такая. Номер не блатной, но тем не менее, можно считать, что я везунчик. Принт у Азур безумно яркий, насыщенный деталями, любоваться им одно удовольствие. Подложка у всех Абиссов супер качественная, это объемный силикон, и сдвинуть с места коврик невозможно даже на моем текстурном столе. Также мой юнит идеально ровный, и у меня вообще нет ни единой претензии к качеству коврика. Хотя, одна все же есть. Лого Abyss вот здесь снизу справа ощущается рукой, можно задеть и прилипнуть, если играете без рукава или в толстовке. Мышка также стопается именно на этом участке. Вряд ли вы будете им пользоваться, но имейте в виду, показываю вам, вот оно блестит. Эта штука липкая, и на ней останавливается мышка, и вы прилипаете на этом участке рукой. Как обычно, перед тем, как купить коврик, я смотрел на него множество обзоров и дроп-тестов. И вот по всем дроп-тестам Азур был показан как очень быстрый коврик. Но когда я получил его на руки, к сожалению или счастью для многих, оказалось, что он имеет гораздо более спокойный нрав. Тактильно коврик довольно гладкий, но с четко ощутимой текстуркой. Она здесь более ощутима, чем на Glassworks Zane для примера. Что же касается глайда по паду мышкой, Азур в целом очень сильно напоминает Zane, но если у Zane глад более воздушный и ощущение текстуры более нейтральное, то у Азур глайд сухой, текстура ощущается сильнее, чем у Zane, и если просто катать мышку, то Азур кажется чуть быстрее Zane, но под нажимом текстура Азур реагирует агрессивнее, и замедление уже чуть более сильное, чем у Зейна. Тем не менее, это все еще довольно быстрый коврик. Я бы сказал, это скорость с уклоном в баланс. К сожалению, я расстался со своим Зейном, но у меня осталась его чуть более быстрая версия осень. И я думаю, вы видите, что если просто катать мышку по ковру, то эти коврики отличаются не сильно. Но разница будет в том, что при нажиме осень дает меньший эффект замедления, чем Азур. Также Азур будет чуть более абразивный и к руке, и при ощущениях текстуры глайдами. Veil я покупал запакованным, поэтому пришел мне надежно запакованный в 2 коробки. Внутри меня ждало целых 3 комплекта глайдов, начиная от баланса, заканчивая скоростью, красивая карточка, а также, когда я полез ниже, то нашел еще одну упаковку глайдов и вполне неплохую тряпочку. Размер Veil также стандартный, 49 на 42. Обработка углов очень хорошая, подложка идеальная, и на столе он сидит тупо намертво, сильнее всех из троицы. Вызвано это тем, что стекло данного коврика банально толще. Суммарная толщина с подложкой составляет 3,2 мм.
Но это все еще очень комфортная для использования толщина, и никакого дискомфорта она не доставляет, и рукой не ощущается. При этом стоит отметить, что все-таки скос углов здесь меньше, чем, например, на дисфории Сая, поэтому особо требовательные могут ощутить грани перехода от стола к коврику. Но все равно это все еще остается очень-очень премиальной обработкой, мне она нравится и лично меня при использовании никак не напрягает. Отдельно хочется отметить принт у Veil, он очень-очень яркий. Сама девочка на принте мне не очень нравится, но по цветам и объему картинки этот коврик однозначно можно назвать очень-очень красивым. С лого Abyss снизу такая же проблема, как на Azur. Я так понимаю, это антифишка всех Абиссов. Про Glide Veil я слышал очень много разных мнений. От крайностей, что это практически фантом, до крайностей, что это текстурная Сая практически без замедления от нажима. Правда же, как обычно, где-то посередине. Поверхность Veil очень интересная. Он, так же как и Azur, ощущается гладким и в то же время очень текстурным к руке. Но при этом здесь текстура ощущается... Если на Azur она сухая, акцентированная, то здесь она масляная, скользкая. Вы хорошо ощущаете зерна, но при этом по ним как-то идеально скользите. Когда я ставлю мышку на коврик, я не чувствую практически вообще никакого замедления. Даже когда я сильно давлю на мышь, замедление в динамике идет минимальное. Я знаю, что кое-кто сейчас, сидя перед экраном, при этом все же стоит отметить, что текстура у Veil, она настолько сильно ощутимая, что после Сая для меня иногда бывает не так уж и легко сдвинуть мышку с места. Это трудно объяснить, потому что в целом-то мышка по коврику летает, но когда вы привыкаете к коврику вообще без текстуры, этот коврик ощущается как будто бы немножко менее стабильным. Возможно, я просто отвык от текстурных ковров. Он для меня то супер комфортный, то нет. Давайте смотрим сравнение наглядно с Сая. И хочется сразу сказать, я думаю, вы видите, насколько отличается яркость и сочность принта между Сая и Veil. Вообще, конечно, принты на Abyss Gaming это что-то фантастическое, потому что ни у одного коврика дисфории не было настолько ярких и сочных принтов, как у всех падов Abyss Gaming. Они просто, супер сочные. При этом давайте вернемся к глайду. На резких, сильных прожимах мне кажется, что Veil у меня все-таки ощущается менее стабильным, чем та же Сая. На Сая более гладкая текстурка и стабильный глайд. Позже мы поговорим об этом в тестах статического сопротивления. Там у Veil ощущались нюансы. Тем не менее, Veil это однозначно, очень быстрый коврик. Если говорить про какой-то контроль от нажима, то в отличие от Azur он здесь минимальный. Данный коврик заявляется как баланс, но от баланса здесь, пожалуй, только ощущение текстуры. Это практически чистая скорость. Я бы даже сказал, что это более правильная дисфория Rin. Из тех, что я пробовал, однозначно самый лучший текстурный коврик. Здесь практически нет замедления от вжатия. Сейчас я попробую вам передать с помощью звуков ощущение текстуры от Сая и от Veil. Просто послушайте эту разницу. Думаю, это даст вам какое-то представление. Inferno же меня удивил сильнее всех, несмотря на то, что запакован он был примерно так же, как и Veil, но в комплекте у него была комплектация Veil плюс комплектация Azur. То есть здесь у нас и позолоченная карточка, и куча глайдов, и тряпочка, и даже ароматический стикер, из-за которого вся коробка пахнет духами. И, наконец, гвоздь нашей программы и потенциальный убийца моего мейна Сая, Inferno. Размер у него также 49 на 42. Обработка углов также качественная, как и у собратьев. Но при этом, как и у собратьев, скос не такой сильный, как, например, на дисфории Сая. Поэтому при желании можете почувствовать их рукой.
Толщина при этом всего на 0,1 мм больше, чем у Азур, и составляет 2,7 мм. Ну и база такой же супер цепкий силикон. Двигать коврик по столу просто невозможно, и для перестановки придется его приподнимать. С принтом Inferno у меня изначально не возникло таких же бабочек в животе, как с Азур, однако, как только я достал его из коробки, я резко понял, как же я ошибался. Это однозначно теперь один из моих любимых принтов. Только из-за него мне уже сложно представить, чтобы я расстался с этим ковриком. Он безумно яркий, реально огненный и очень стильный. И кошка, и языки пламени, все очень круто нарисовано. А когда на него падает свет, он выглядит еще эффектнее. Просто пушка. Но, увы, с лого снизу такая же проблема, как на Азур. Abyss Gaming Inferno — это коврик, про который я чаще, чем про все остальные, слышал, что он быстрее, чем Dysphoria Saya. Поэтому я тестировал его дольше всех, и, спойлер, понравился мне тоже больше всех Абиссов. Тактильно Inferno гораздо более гладкий, чем Veil и Azur, при этом не настолько гладкий, как Saya. У него все-таки остается минимальное ощущение приятной текстурки. Я бы сказал, ее чуть меньше, чем на осени, которая также является на данный момент одним из моих любимых падов. По глайду данный коврик быстрее всей троицы, каким ему и положено быть. Без нажима мышка катается так же быстро, как и по вейву, но чуть быстрее все-таки. Но под нажимом сразу же ощущается гораздо меньше текстуры, и то самое ощущение полета в динамике здесь выше, чем на вейле. А вот по сравнению с Saya все сложнее. Я тестировал их лоб в лоб в течение почти 3 недель. И даже на текущий день не смог для себя назвать более предпочтительный вариант. С одной стороны, за счет безупречной гладкости на Saya повыше ощущение полета свободного глайда. С другой стороны, на Inferno как раз настолько минимальное ощущение текстурки, чтобы эта текстурка была своего рода легким проводником, а не мешала. Эти пады очень и очень близки по скорости. Мне правда сложно сказать, на чем я лучше играю. Все-таки кажется, что на Saya чуть стабильнее, но это может быть просто делом привычки. Пока что кажется, что на Saya у меня сильнее чувство приземленности, она ощущается более плоской. Легкая текстурка Inferno дает эффект соскальзывания и меньшей устойчивости, но из-за этого же иногда ощущается чуть быстрее. Повторюсь, возможно, это дело привычки. На Saya как будто есть эффект присоски к плоскости, но не той, которая создает болотистость и вязкость, а именно для устойчивости. Старт при этом все равно остается мгновенным. А вот на Inferno этого эффекта устойчивости нет, и я как будто постоянно скольжу, что опять же при определенной привычке может в итоге нравиться даже больше, чем Saya. В целом ощущение именно скользкой поверхности на Inferno чуть более высокое, чем на Saya, потому что Inferno у нас не абсолютно плоская, а с легкой текстуркой, на которой мы как будто чуть сильнее постоянно соскальзываем. Ну и опять же, обязательно обратите внимание, насколько принт Inferno более яркий, чем принт Saya. Очень насыщенные, контрастные цвета, просто обалдеть. С этим ковриком не хочется расставаться только из-за его принта. Киса бесподобна, языки пламени очень яркие, очень-очень красивый коврик. Друзья, в этот раз я вынужден дать вам гораздо более плотную компоновку макро в кадре, потому что у нас очень многие коврики похожи друг на друга, и мне очень хочется, чтобы вы это увидели. Сразу обратите внимание, насколько у Saya и Inferno более гладкие широкие площадки, чем у остальных ковриков. И несмотря на то, что Inferno очень быстрый коврик, он все же по текстуре ближе вовсе не к Saya, а снова к нашим с вами старым знакомым Осени и Зейну. И как ни странно, Азур тоже больше похож на них, но вы видите, насколько у Азур сильнее идут ныряния текстуры вверх и вниз. Она объемнее, перепады сильнее, поэтому он похож на Зейн, но медленнее него. А у Inferno, наоборот, перепад высот между зернами меньше, чем у Азур, Зейна и Осени, поэтому он быстрее и более гладкий, чем они. Что же касается Вейва, я думаю, невозможно не заметить его сходство с Рин. Но при этом по глайду с Рин есть существенные различия. Самое время для небольшого саунд-теста.
Переходим к тестам коэффициента статического сопротивления, который показывает, как легко на наших ковриках сдвинуть мышку с места. Итак, на Азур у нас довольно низкий угол, при котором мышка стартует с места, но вниз она при этом едет не слишком быстро. Про Veil я вам сразу говорил, что мы отдельно вернемся к этому вопросу. Здесь вы видите, что он стартует то с угла 1.8, то 3.6, поэтому он самый нестабильный из всех ковриков. Если же сравнивать Dysphoria Saya и Abyss Gaming Inferno, то эти коврики и в тестах статики очень и очень близки, но на Inferno за счет текстурки все-таки немножко угол старта поменьше, и здесь сдвинуть мышку немножко легче. Ну а вниз мышки едут одинаково быстро. Ну и долгожданная любимая рубрика многих – дроп-тесты. Дроп из 50-граммовой мышкой лишний раз подтверждает ощущение, что Abyss Gaming Azur без нажима чуть быстрее Glassworks Zane, но медленнее всех остальных в данном тесте. Inferno и Veil практически идентичны, но немножко не догоняют Dysphoria Saya. А вот в тесте с симуляцией нажима все куда интереснее. Azur становится медленнее Zane, а Veil уже не показывает себя так, как в тестах статики. Он практически не отстает от Inferno. Ну и оба, Inferno и Veil, так и не смогли догнать Saya, как я не тестировал. Все-таки текстурка им, видимо, немного мешает. Но я все равно очень удивлен результату Veil в данном тесте. Я думал, что он будет больше похож на Rin. Друзья, по просьбам подписчиков я создал телеграм-канал. Там вы сможете почитать новости, увидеть дополнительный контент, а также пообщаться со мной и другими участниками чата. Залетайте! Давайте расположим наши коврики в чарт-таблице относительно других стеклянных ковриков. В чарте скорости без нажима все три коврика от Abyss Gaming довольно быстрые и занимают верхние позиции нашего чарта. Azur немножко обгоняет Zane, Veil немножко обгоняет Rin, ну а Inferno чуть-чуть уступает Saya. И уже переходя к чарту под нажимом, можно с уверенностью сказать, что Veil — это новый текстурный король. Это очень-очень быстрый коврик, который практически не замедляется под нажимом. Azur при этом замедляется сильнее и сдвигается чуть пониже Zane. Ну а Inferno все так же очень-очень близко к уровню скорости Dysphoria Saya. Ну что, друзья, выводы. Благодаря Олегу Кейту Марсу у меня на руках было целых два Veil, которые были абсолютно идентичными по качеству и глайду. Также у меня были Azur и Inferno. И все эти 4 стеклянных коврика Abyss Gaming были идеально ровными и не имели никаких проблем с качеством. Это уже, думаю, говорит о многом. Я не могу утверждать, что все коврики Abyss Gaming будут идеальными по качеству, но то, что все 4 были идеальными, меня очень сильно впечатлило. Итак, что касается самих ковриков. Abyss Gaming Azur — это точно ваш выбор, если вы хотите скорость с уклоном в контроль, текстуру чуть посильнее, чем на Glassworks Zane, эффект замедления от нажима на мышь чуть посильнее, чем на Glassworks Zane, а также в целом любите премиум комплект поставки и вы ценитель прекрасных нежных принтов. Abyss Gaming Veil — это однозначно текстурный король, который очень-очень быстрый и при этом практически не имеет замедления при нажиме на мышь. Я бы сказал, что это исправленная Dysphoria Rin, потому что та Dysphoria Rin, которая была у меня на обзоре, замедлялась от нажима довольно сильно. Veil тоже имеет легкое замедление от нажима, но по сравнению с Rin оно просто минимальное. Ну и Abyss Gaming Inferno. Это та самая грань, когда коврик гладкий, но не настолько гладкий, как Dysphoria Saya. У него все-таки есть легкое ощущение текстурки, при этом он супер быстрый. Если сравнивать его напрямую с Saya, то у Inferno гораздо более высокого качества подложка. В остальном они между собой очень-очень сильно сравнимы. Я до сих пор не смог определиться, на каком из них мне нравится играть больше. Мне нравится и гладкость и ощущение полета на Saya, и легкое ощущение текстурки на Inferno. Так что я все еще в муках выбора. Друзья, если вам понравился ролик, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Telegram, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. Я всегда стараюсь на них отвечать. Ну а на сегодня у меня все. Пока.